Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что же положить на стол в вербное воскресенье для того, чтобы в вашей жизни были деньги. А также поговорим о волшебных словах, которые нужно произнести именно в этот день для того, чтобы привлечь деньги, для того, чтобы убрать денежные блоки, для того, чтобы привлечь изобилие и достаток. Друзья, будет очень много важной информации, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии давайте друг друга поздравим с вербным воскресеньем. Только, пожалуйста, напишите слова от чистого сердца, и пусть каждый прочитает и поставит обязательно лайк. Это очень важно. Также мы хотим поблагодарить всех тех, кто нам отправляет донаты. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, вербное воскресенье – это один из значимых православных праздников, который предшествует Пасхе. Это день, когда по традиции освещают веточки вербы, символизирующие новое начало и новую жизнь. В этот день многие люди стремятся привлечь и удачу, и благополучие, достаток в свой дом. И это очень важно, но подготовка праздничного стола также играет важную роль. Ведь существуют определенные блюда и украшения стола, которые будут способствовать привлечению денег, удачи и благополучия. Поэтому постарайтесь хотя бы 30% начать этого делать. И вы увидите, как ваша жизнь постепенно, по чуть-чуть будет меняться, особенно в этот день. И вербное воскресенье, друзья, вы знаете, что это великий праздник, это еще в церковном календаре это называется как вход Господень в Иерусалим, когда Иисус Христос на ослице въехал в Иерусалим, и люди его встречали пальмовыми веточками. Это было очень такое вот радостное событие, хотя буквально через какое-то время мы узнаем о распятии и о воскрешении. Но не будем мы с вами о грустном, а вспомним о том, что же стоит положить в этот день, в вербное воскресенье, на стол. И мы начнем с зеленых блюд. Как вы знаете, зеленый цвет – это символ роста, это символ возрождения и богатства. Поэтому здорово будет, если вы на столе в вербное воскресенье вы разместите блюда, которые будут содержать много зелени. Это может быть и петрушка, это может быть укроп, базилик, зеленый лук. Они не только украсят любое блюдо, но и зарядят его положительной энергией, способной привлекать деньги. Но есть, друзья, еще один нюанс. То, что вы приготовите из зелени что-либо, приготовьте столько, чтобы вы могли съесть. Ни в коем случае остатки еды в этот день не выбрасывайте в мусорное ведро. Если что-то останется, большая просьба, отдайте бездомным животным, птичкам, но не выбрасывайте. Потому что если вы в этот день что-либо выбрасываете в мусор, особенно что если это касается продуктов питания, знаете, вы выбрасываете свой достаток, свое благополучие и изобилие. Как вариант, вы можете использовать салат с зелеными листьями. Это шпинат, руккола, листья салата. Такие можете добавить зеленые овощи, такие как огурцы или авокадо. Также прекрасно, если вы начнете праздничный день с зеленых фруктов и овощей, которые подарят вам энергию и удачу. Подумайте о том, чтобы в этот день выпить стакан смузи. И было бы очень хорошо, если бы и ваши близкие, родные также это сделали. Не получается приготовить смузи, нет оборудования, нет той техники, которая нужна. В таком случае просто скушайте с благодарностью и с радостью. Далее, что обязательно должно быть на столе в вербное воскресенье, друзья, это блюдо из зерновых. Как вы знаете, зерно вообще символизирует изобилие и плодородие. Поэтому пшеница, рожь, овес и другие зерновые культуры
у наших предков всегда были связаны с процветанием. Поэтому, как вариант, приготовьте пироги с начинкой зерновой. Например, испеките пироги с начинкой из риса, из гречки или из кукурузы. Возможно, в вашем регионе такое не делают. Есть интернет, прочитайте, узнайте, попробуйте приготовить. Будете удивлены, насколько это может быть вкусно. Далее, что еще должно быть на вашем столе? Конечно же, рыба. Рыба – это символ изобилия и богатства. Именно рыба ассоциируется с Христом и с его учением, делая ее особенно подходящим для выбора для праздничного стола в вербное воскресенье. Как вариант, рыбные блюда. Приготовьте рыбу любимым способом для вас. Это может быть запеченная форель, семга, карп и так далее, и так далее. У каждого это будет свое. Также вы можете использовать и икру, ту икру, которую вы любите. Сейчас очень много всевозможного, можно купить икру разную, не только самую дорогую, и приготовить из нее и те же пироги можно, и блинчики, и так далее. Также постарайтесь приготовить блюдо желтого цвета. Как вы знаете, желтый цвет символизирует золото и деньги. И если вы включите в свое меню блюдо желтого цвета, это будет символом вашего желания привлечь финансовое благополучие. Ну, например, курица в куркуме. Это будет, если вы, конечно, держите Великий пост, помните об этом. Ну, а если вы не держите пост, то, конечно, курица в этот день противопоказана, потому что у нас с вами что, друзья, Великий пост. Но вы можете, если вы не придерживаете, приготовить курицу в куркуме, приготовленная с использованием куркумы, шафрана. Не только приобретет яркий желтый цвет, но и вкусные восточные нотки. Также вы можете приготовить и желтый рис. Добавьте к рису куркуму или шафран для получения золотистого оттенка и аромата. Возможно, вы в вашем регионе или где вы проживаете используют и другие специи, которые смогут сделать блюдо желтого цвета. Подумайте об этом. Далее сладости. Постарайтесь сделать так, чтобы сладости были на вашем праздничном столе, потому что сладости символизируют сладкую жизнь и удовольствие. И, конечно же, подача сладких блюд способствует созданию атмосферы праздника и радости. Вообще мед сам по себе, вы знаете, он символизирует богатство и изобилие. Как вариант, подайте медовые пряники или блины с медом. Также используйте фрукты. Они не только могут украсить стол, но и добавить к празднику нотку изысканности. Поэтому подумайте о том, чтобы именно в вербное воскресенье окружить себя символами благополучия и удачи. Помните о том, что правильно подобранные блюда и украшения стола не только создадут праздничную атмосферу, но и помогут привлечь в ваш дом финансовое изобилие и удачу. Кроме того, и что еще можно положить на стол в этот день для того, чтобы привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие? Ну, конечно же, друзья, орехи, особенно грецкие орехи, они считаются символом богатства и изобилия. Они могут быть как частью блюд, так и подаваться в качестве самостоятельной закуски. Также постарайтесь, чтобы на вашем столе, кроме фруктов, которые вы любите, были именно зеленые яблоки, потому что зеленые яблоки символизируют здоровье и изобилие. Зеленые яблоки также ассоциируются с ростом и возобновлением, что делает их идеальными для праздничного стола. Далее постарайтесь, чтобы на вашем столе была мята. Почему именно мята? Дело в том, что именно мята, она привлекает финансовое благополучие. И использование мяты в блюдах, в напитках не только добавит свежести, но и поможет усилить энергию денег. Также рассмотрите вариант, чтобы в этот день, вербное воскресенье, выпить чашечку зеленого чая с жасмином. Зеленый чай символизирует чистоту и свежесть начинаний, а жасмин привлекает денежную удачу. И сервировка этого напитка добавит вам изысканности вашему столу и укрепит обязательно финансовую энергетику. Кроме того, вы можете использовать и лепешки, или хлеб с какими
какими-то семенами. Хлеб, как вы знаете, во все времена считался символом процветания, а добавление семян — это могут быть и семена кунжута, это могут быть семена подсолнечника, это все привлекает деньги. Кроме того, постарайтесь, чтобы у вас на столе было что-либо приготовленное из гороха или фасоли. Почему именно эти продукты? Дело в том, что именно эти продукты символизируют финансовое благополучие во многих культурах. Подавайте их как часть салатов или как вариант гарнира. Кроме того, друзья, еще хотим с вами поделиться волшебными словами, которые мы рекомендуем произносить именно в этот день, именно вербное воскресенье. Первые слова на привлечение изобилия. Сегодня, на протяжении всего дня, именно вербное воскресенье, 28 апреля, говорите следующие слова. «Я открыта для изобилия, которое несет мне этот день. Вселенная поддерживает мои стремления к финансовому благополучию и щедро вознаграждает меня». Далее обязательно скажите в этот день слова благодарности за свои прошлые успехи. И эти слова будут звучать следующим образом. «Я благодарна за все финансовые блага, которые уже пришли в мою жизнь. Каждый день приносит мне еще больше возможностей для роста и для процветания». Также в этот день обязательно говорите слова для активации потоков богатства. Очень здорово, если в этот момент еще вы будете считать деньги. Только помните о том, что деньги мы считаем именно свои, ни в коем случае не кредитные. То есть вы можете достать именно деньги из кошелька или, возможно, где-то они у вас хранятся. И после этого вы произносите такие слова. Деньги – это энергия процветания, и я привлекаю эту энергию своей позитивной настроем и действиями. Мои счета растут, и мои финансовые ресурсы неиссякаемы. Кроме того, если вы знаете, что в вашей жизни или в вашем доме есть какие-то финансовые блоки, которые мешают вам, которые вам ничего не получается, то следующие слова для устранения финансовых блоков, и они звучат следующим образом. Все препятствия на пути к финансовой свободе растворяются. Я свободна от ограничений и открыта для новых возможностей заработка и инвестиций. Вот эти слова желательно произносить на протяжении всего дня, если у вас есть какие-то проблемы с деньгами. И что бы вы ни делали, у вас ничего не получается. И, конечно же, хотим сегодня с вами поделиться с молитвой на благосостояние. Эти слова, они очень важны, поэтому вот эти слова очень здорово, если вы зажгете свечку, будете читать ее у иконы. И звучат они следующим образом. «Боже, направь меня к действиям, которые приведут к благосостоянию и стабильности. Пусть каждый шаг, который я делаю, умножает мое богатство и способствует моему долгосрочному финансовому успеху». Вот такие, друзья, слова. Мы их оставим, друзья, в описании к этому видео. Большая просьба, чтобы вы именно 28 апреля, в такой вот великий день, прочитали. Обращаем ваше внимание, что не стоит читать прямо сразу вот 5 позиций, волшебные вот аффирмации, слова сразу же. То есть прочитали, после этого пусть полчаса пройдет, чтобы вы энергетически подзарядились, чтобы вы понимали. И только потом следующее, потому что иначе будет получаться просто-навсего каламбур, который никому не нужен. А также обязательно, когда вы читаете эти слова, находитесь в приподнятом настроении, у вас должно быть открытое сердце. В этот момент вы можете представлять себе, что действительно все эти проблемы, которые есть в вашей жизни, они исчезают, они растворяются, и в вашей жизни приходит и изобилие, и достаток, благополучие. Не бойтесь это все проговаривать. Если у вас вот патовая ситуация, вот очень-очень тяжелая, то в таком случае хотя бы, чтобы вы эти слова прочитали хотя бы 7 раз на протяжении всего дня. То есть выберите, например, 2 молитвы, например, молитва на благосостояние, да,
и слова для устранения финансового блога. И эти слова вы произносите. Вы пишите на листок бумаги и читайте. Это очень сильные слова, и мы их рекомендуем вам именно прочитать 28 апреля. Если вы смотрите в другой день, сделайте эту практику, эти слова сильные. Возможно, не такую силу они будут иметь, но все же они вам помогут, они вас подтолкнут, возможно, к новым возможностям, контактам, к чему-то новому. Поэтому не игнорируйте. Если вы вообще посмотрите это видео, знаете, что вы на это видео попали неспроста. Ваш ангел-хранитель, высшие силы пытаются вам показать, чтобы вы увидели другой мир, чтобы вы поняли, что вы творец своей судьбы, вы архитектор, и вы все можете сделать. Помните об этом. Друзья, мы всех поздравляем с вербным воскресеньем, желаем всем мира, любви, гармонии, достатка. Пусть в вашей жизни будет все самое лучшее, яркое и интересное. Здоровья вам, вашим детям, внукам, мира, гармонии. Пусть в вашей жизни будет только все чудесно и прекрасно. Друзья, ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.